Здравствуйте, ускоряем MySQL переносом в оперативную память на Ubuntu сервер 22.04.3. Иногда возникает необходимость ускорить работу с данными MySQL, при этом иной раз надо сильно ускорить обращение к таблицам. В этом случае можно пойти по пути апгрейда железа в сторону более быстрых накопителей, новейших процессоров, бриллиантовых по сути своей материнских плат, но и иной раз можно обойтись и тем, что под рукой, и не искать себе другое. Для контрольного замера попробуем записать 100 тысяч строчек в базу данных и посмотреть, что и как получается. В качестве подопытного сервера выступит платформа LJ1156 с Xeon X3460, что в данном случае не важно. А что действительно важно, таблица MySQL находится на жестком диске. В этом случае это некий Western Digital. Кстати говоря, абсолютно все равно, какой из категорий. В качестве контроля нагрузок, как в одном из прошлых видео, запустим HTOP. PHP скрипт серверной стороны представлен на синем фоне. Еще на всякий случай проконтролируем температуру при помощи LM Sensors. В процессе заполнения легко выясняем, что никакие ресурсы, кроме наших нервов и времени, не заняты. Загруженность потоков на процессоре стремится к 3%. А в оперативной памяти было занято где-то около 36 мегабайт, остальное все как бы застыло. То есть самое большое откровение — это то, что все это длилось 4 часа 28 минут. Для проверки того, сколько было записано, вводим простой select запрос. Выясняем, что действительно присутствует 100 тысяч строчек. И отсюда же мы понимаем, что если нам нужно записать 6 строчек в секунду, то все можно было оставить, как оно и было. Но больше это нам не потребуется. Сейчас мы удалим эту базу. Постепенно переходим к тому, ради чего мы тут собрались. Источники вдохновения переноса таблиц базы данных в оперативную память можно найти в ссылках под видео, а в частности в них есть о том, каким образом вернуть сервер в исходное состояние, и в одном из случаев даже способ автоматизации этого процесса. Мне это особенно не требовалось, я, кстати, просто переустановил MySQL. Это можно проделать как в одном из видео из подсказок сверху. В конце концов, это просто некий концепт действий, который каждый может написать себе программное обеспечение сообразно собственным целям. Итак, создадим папку для хранения в оперативной памяти. Примонтируем эту папку и заодно назначим доступное для таблиц место.
Место будет занято, конечно же, не все сразу, а по мере необходимости. Просто поставим максимальный порог, сколько могут занимать эти таблицы. Ну и самое главное, перемещаем таблицу базы данных в оперативную память. Не ругается, все в порядке. Далее создаем символическую ссылку на место в оперативной памяти. Ну и даем MySQL права на действие во вновь созданном каталоге. Ну и после этого остается только перезапустить MySQL сервер. Печатаю несколько сбивчиво, потому что нервничаю. Просто это видео уже смонтировано, а в оригинале-то все шло одним дублем. Все сработало. После этого остается запустить проверку, как и до начала, посмотреть, что получилось. После переноса MySQL в оперативную память запустим процесс записи данных, как при контрольном замере, с тем же скриптом серверной стороны. Как видим, нагрузка на процессор в этот раз стремится к 40%, а в оперативной памяти занято более 900 мегабайт. Так, запись ведется без ускорения. И все. Собственно, на этом все. Немедленно проверяем, сколько строк записано в таблице. И выясняем, что да, 100 тысяч. Следующая мысль, которая возникает, это мысль о проверке, сколько строк записано в последнюю секунду. Собственно, простенький селект на второй столбик по значению в последние секунды.
Но выясняется, что на самом деле много. Потом, правда, возникает мысль, что как раз последняя секунда была неполной, поэтому приходится проверять все это для предпоследней секунды. Немножко правим. И вот тут-то и выясняется, что строк записано 3283. А что сказать по этому поводу? Прирост скорости составил 3 порядка. По сравнению со скоростью записи на жесткий диск, просто феноменально. Что же осталось в сухом остатке? Первое и главное, можно получить громадный прирост производительности даже давно на не новом железе, без всяких экстренных вливаний. Достаточно просто задуматься, каким образом происходит общение процессора с хранящимися на компьютере данными. Из бросающихся в глаза минусов: в оперативной памяти можно хранить информацию только до момента выключения компьютера. Ну а о таком явлении, как скачки напряжения, также необходимо задуматься заранее. С другой стороны, одним из плюсов можно считать постоянный обвал цен на следующее поколение оперативной памяти в БУ-сегменте. А начиная с DDR3 это представляется особенно интересным. Способ можно признать вполне пригодным для решения некоторых прикладных задач. Все получилось.